Корсажная лента– это то, что делает брюки шикарными. Но не все шикарное требует каких-то особых умений. Сделать ее совсем несложно. Это канал «Шьем с умом», меня зовут Александра, и в этом видео мы посмотрим разные способы сборки брючного корсажа, чтобы выбрать для себя самый лучший. Давайте начнем. Для того, чтобы знать, как выбрать для себя брючный корсаж, давайте для начала разберемся, из каких деталей состоит корсажная лента и какое у них назначение. У нее, как правило, есть верхняя часть, которая притачивается к верхнему сгибу пояса и отвечает за стабильность формы пояса. Она выполняется как из ткани, так и может представлять из себя специальную тесьму. Внутренняя часть притачивается к нижней части пояса, фиксирует корсаж и закрывает все срезы. Юбочная часть выполняет формообразующую функцию. Благодаря ей переход от пояса к основной части брюк становится более плавным и точеным. В связи с этим ширина корсажа должна превышать ширину пояса на 3-5 см. Между верхней и юбочной частью может быть кант. Он несет декоративную функцию, а также препятствует выправлению рубашки из брюк. Для этого его выполняют из специальной тесьмы с латексной нитью. Также внутри корсажа может находиться усилитель. Это прокладочная ткань, придающая жесткость корсажу. Перед тем, как перейти к конструкции корсажа, пара слов о материалах. Материал для внешней части должен быть тонким, износостойким и держать форму. Подойдет тонкий хлопок, карманка, подкладочные и сорочечные ткани. Материал усилителя зависит от того, насколько жестким или мягким должен быть корсаж. Можно использовать тонкую плотную ткань или бортовку. В бортовке нужно будет дополнительно обработать срезы, чтобы они не кололись. Если берете корсажную ленту, обратите внимание, есть ли у нее эластичность. Это может повлиять на комфортность носки. Давайте посмотрим, какие бывают корсажи. Это вариант самый мягкий из возможных. Это, по сути, подкладка для поясной части брюк. Представляет из себя хлопковую ткань, сложенную вдвое. На протяжении пояса она имеет несколько встречных складок, которые обеспечивают свободу и правильную форму. Ширина такого корсажа 8,5 см. Ширина отворота для притачивания 1,5 см. Ширина встречной складки 5 см, то есть ширина от строчки 2,5 см. И ширина строчки от сгиба 1,5 см. Я ни разу не использовала этот способ в изделии, но он мне кажется интересным, поэтому буду иметь в виду его как опцию. Ссылку на источник вы найдете в описании. Но наиболее распространенным является вариант, когда к подобной юбочной части присоединяется верхняя деталь, выполненная из ткани, либо из специальной тесьмы. Оба этих варианта относятся к мягким видам корсажа, потому что внутри они не имеют жесткого усилителя. Следующий вариант корсажа я уже использовала в изделии. Он относится к жестким формам, и его конструкцию я покажу на макете. Он состоит из двух частей, из юбочной и верхней части. Юбочная часть по ширине равна ширине самого корсажа. Это деталь, сложенная вдвое, и внутрь помещается усилитель. Таким образом и заутюживается. Верхняя часть – это единая деталь, которая заутюжена по заранее отмеченным линиям вот таким образом, в одну сторону. И потом одна деталь просто вкладывается в другую. И по верхней части, отступая 1-2 мм от сгиба, прокладывается соединительная строчка. При желании сюда можно еще добавить кант. Схема кроя и сборки деталей корсажа показана на картинке. Обратите внимание, что все детали должны быть выкроены по косой. В противном случае корсаж не сможет принять форму пояса, которая имеет изгиб. Также косой крой обеспечивает эластичность пояса и делает его более комфортным в носке. На брюках этот способ у меня получился следующим образом. Способ вполне хороший, но единственное, у меня возникли некоторые трудности с притачиванием корсажа к поясу. Я это связываю с тем, что я взяла слишком мягкие ткани. Верхняя часть у меня из карманки, довольно тонкой. В качестве усилителя я взяла обычную бязь. В местах утолщения, там где шлевки, у меня машинка пробуксовывала, и стежки получились неравномерной длины. Также кое-где по краю корсажа появились закусы. Из-за этого строчка получилась некрасивой. Хотя в месте максимальной толщины строчка вполне ровная. Из этого я делаю вывод, что для корсажа не стоит брать слишком тонкие и мягкие ткани. И второй вывод в том, что лучше иметь способ, который позволял бы притачивать корсаж к поясу в чистую, то есть без видимой строчки. Данный вариант этого не позволяет. Поэтому я искала и нашла такой способ, который дает такую возможность. И в этом видео я вместе с вами его протестирую.
Ссылку на источник я оставлю в описании. Второй момент связан со строчкой, которая соединяет сам корсаж. Я ее выполнила обычной прямой строчкой на машинке, но это не совсем корректно, потому что деталь эластичная, в каких-то случаях она может лопнуть. На фабричных изделиях данная строчка выполняется цепным стежком. Я хочу попробовать выполнить ее ручным стежком, потому что он и эластичный, и, на мой взгляд, очень круто выглядит. Давайте теперь посмотрим другой способ сборки корсажа. Я хочу его использовать в изделии, поэтому уже собрала одну из деталей. И могу сказать, что его собирать легче, чем в первом случае. Верхняя часть имеет свободный край, который можно притачивать к поясу как по верху, так и в чистую. Давайте теперь попробуем собрать вторую деталь вместе. Посмотрим схему кроя и сборки для второго варианта брючного корсажа. Вы можете при необходимости сами менять и рассчитывать размеры деталей. Главное – соблюдать принципы, которые имеют три основные пункта. Корсаж должен быть шире пояса на 3-5 см. Верхняя часть должна быть уже пояса минимум на 1 см. И внутренняя часть должна закрывать нижнюю границу пояса на 1-1,5 см. И также давайте рассчитаем длину корсажа. Пояс у нас будет состоять из двух частей, которые соединяются по заднему шву. Для каждой из них к полуобхвату талии мы прибавляем по 3 см для подгибки сзади. Спереди со стороны гульфика не прибавляем ничего, а со стороны откоска можно прибавить 2-3 см. Также я беру еще пару сантиметров на запас. Итого у нас получается первая деталь полуобхват талии плюс 5 см, и вторая деталь полуобхват талии плюс 8 см. Эти детали можно выкроить как целиком, так и по отдельности. Итак, мы имеем три детали. Детали верха я выкроила из карманки. Деталь усилителя я выкроила из тонкой хлопковой саржи, которую взяла от старых брюк. Теперь нам нужно сделать следующее. Мы отмечаем линию на 1 см от среза усилителя и по этой линии складываем детали. Меньшая деталь должна быть сверху. Далее для удобства я отмерила еще одну линию на 1 см от среза уже верхних деталей. И теперь по этой линии нам нужно сметать все три детали. Итак, мы соединили наши детали. Теперь переворачиваем усилителем кверху. И нам нужно с помощью утюга загнуть наши детали следующим образом. Верхнюю деталь мы загибаем ровно по срезу усилителя наверх. Потом отгибаем обратно назад, так чтобы верхний изгиб приходился примерно на сантиметр выше нашей строчки. Опять загибаем. И снова загибаем деталь наверх, так чтобы верхний срез детали совсем немножко перекрывал нижний изгиб. Вот и вся сборка. И если в первом случае нам все линии приходилось отмерять заранее и обмерять на деталях, то здесь мы ориентируемся на срезы и на линии уже имеющихся деталей. Мы заутюжили все сгибы, переворачиваем деталь обратно. И теперь нам нужно загнуть верхнюю деталь следующим образом. Ориентируем срез детали ровно по строчке и сгибаем деталь. Потом отворачиваем ее наверх. Так. Потом переворачиваем. И снова загибаем нашу деталь по верхнему срезу усилителя. Вот таким образом. Наш корсаж уже собран. Итак, мы заутюжили нашу деталь, и она готова к дальнейшей работе. С изнанки она выглядит вот так. У нас есть свободный край. Теперь нам необходимо проложить соединяющую строчку по верхней детали, отступая 1-2 мм от сгиба. Перед тем, как прокладывать строчку, я рекомендую и в этом, и в первом варианте сборки корсажа детали сметывать, потому что здесь много слоев, и косой крой делает их очень подвижными. Я соединила детали, моя отделочная строчка выглядит таким образом. Я использовала шов на иголку для того, чтобы строчка была более эластичной. И для такой строчки необходимо использовать толстые нитки. У меня Гутерман Мара номер 30. Последним этапом обработки корсажа является влажно-тепловая обработка, в ходе которой нашей детали придается необходимая форма.
но я ее буду проводить вместе с деталью пояса. Об этом и о том, как корсаж соединяется с поясом брюк, смотрите другое видео на канале, ссылка будет в описании. Я довольна тем, что получилось, хотя окончательный результат будет виден, когда пояс будет собран. Если вы встречали какие-то еще интересные варианты брючного корсажа, пишите в комментариях. Это канал Шьем с умом. С вами была Александра. Пока-пока.